не обязательно что-то больше, но очень часто эти фавориты станут чем-то больше. Любовь. Ну и поэтому, так как Герцог был таким фаворитом у Третьяна, он получил поддержку от Санкт-Петербурга и предложил здесь королевский архитектор Франческо Растрелло. Растрелло тот же самый архитектор, который проектировал главную резиденцию России, земный дворец Германа Викторинский Петр и так. Ну вот, строительство началось в 1736 году, и уже 40 года здание было построено. Это дворовый стиль 18 века. 4 года тому шло только, чтобы построить такой дворец. И тогда они начали внутреннюю отделку здесь. Но в тот же год императрица Анна умерла. И был потерян свой титул фаворит, был арестован и отправлен на ссылку в Сибирь вместе с семьей и придворных. И вся строительство здесь остановилось в 22 года. Дворец так и не остался мощным, недостроенным. И только тогда, когда Екатерина стала императрицей, она разрешила ему вернуться. И он вернулся здесь, получил обратно свой титул герцога и все имущества, в том числе Рудайский дворец. И тогда строительство здесь продолжалось немедленно. Тот же год. Дворец был построен в стиле барокко, но закончен в рококо. Следующий стиль. Это и есть причина, по которой вы видите барокко снаружи и рококо внутри дворца. Вот все это, например, все это чистое рококо здесь. А после Северного Восточного Петр Мирон стал герцогом, и Петр в конце 18 века просто отказался от трона, и Курляндское герцогство стало частью России. И опять Екатерина II подарила дворец и всю территорию как подарок своему фавориту графу Валериану Зубову. Ну, насчет Зубова, я думаю, что вы знаете. Ваша история там более связана с чем дальше. Языки, да? Да, точно да. Правильно. Ну вот. А после смерти Платона Зубова его тогда вышла замуж Шва. Еще одна семья аристократов из России. Семья были хозяин 600 лет. 1920 года, когда дворец стал имуществом государства, и тогда был использован по-разному. В одной части дворца, то есть западная часть, была школа для местных детей. Центральный корпус там был использован как классы и как квартиры для учителя, и даже как квартиры для каких-то алкоголиков. Так что атмосфера тут не очень. Часть во время Первой и Второй мировой войны дворец и построил находится дворец, где все явно да, а поэтому и сохранится. Все, что вы видите здесь, паркет, декор, космос, это все оригинал 18 века. А после Второй мировой войны, когда тут Советский Союз, до сих пор школы, квартиры, дворцы, но вот этот восточный корпус, где мы и находимся, в том числе вот этот золотой зал, был использован как склад зерна, семья, чтобы тут были привычки. Но все равно тут все сохранится. Этот паркет, вторая часть 18 века сделана из дуба. И даже часть этого золота, которое вы видите на стенах, сохранится с 18 века. Ну и наконец, 1972 год, когда был основан музей Рудайского дворца, тогда реставрация началась. Длилась 42 года, была закончена только в 2014 году. Что-то недавно. Последний небольшой ремонт был меняет крышу. И вот поэтому тут сняли люстру. И выставлены вот так, как вы видите в комнате. Но нормально не, конечно. Ну вот. Это восточный корпус, который был использован только для официальных церемоний и речи. При этом, например, в этой зале нету мебели. Все должны стоять и слушать. И трон герцога находился по той стене, напротив входа. И над местом, где трон находился, есть агрессивный стеклянный. Так вот это выглядит. Дворца, дворца. Золотой зал для официальной церемонии после такой официальной части постепенно еще обед. То есть следующий обед. Все зеркальные были уничтожены в 1712 году, когда тут остановились западные. Сегодня тут могли присесть
гривен это сколько лезут? Это комфорт, это 100-110 максимум. В 18 это 65. Почему? Да, мы заняли достаточно много мест. Платье дамы, а не дамы, да. В официальной церемонии дамы выбрали французскую моду. Это типично очень широкие бедра, но здесь плоская. Вот и если можно, могли присесть 3 персоны, например. Это только одна дама. Ну, правильно, ну так, да, платье и платье. Да, одежда тогда была очень важна. Вообще. Ну, здесь роспись на стенке и на потолке. Все это оригинал, 18 век. Но в реставрации для этой одной помещения длилось 14 лет. Так как следующий хозяин в 19 веке Шувалов перекрасили этот уже старомодный роспись в стиле рококо 3 раза. Вот положили вот 3 слоя краски, видите, таких бывательных. Понимаете, вам надо снять каждый слой осторожно, чтобы вы могли реставрировать все это. Вот поэтому 14 лет. Ну и сегодня оригинальный роспись, и также паркет сделан из дуба в этой комнате. Вот видите, там такой ребенок. Это не ангел или что-то такое. Это просто ребенок или путты. Это из итальянского языка путты. И видите, он такой невинный и очень приятный символ. В эпохе рококо все были такие невинные и очень приятные. Ну, они так думали себе. И вот поэтому путты стал очень популярным в эпохе рококо. Учили искусство. Я объясню, что это такое, когда можно везде творца. Так будет легче. Я буду сказать там путы, и вы будете меня понимать. Путы. Там официальная церемония, здесь гости поели. Что дальше? Танцы, очень хорошо. А то группа вчера, каждая группа вчера мне говорили спать. А спать им. Надо потанцевать, и тогда можете спать. Так что после отдыха 18 век гости были приглашены на танцы. Следующий фестиваль следующий самый большой танцы. 300 квадратных метров. Я был использован туалет, танцы, чтобы с виноградом росит. Там, где большой лев, там зелено, это лето, и напротив лета весна, цветы. Также здесь вы можете увидеть 4 основные элемента планеты. Огонь, вода и так далее. Начинается полностью весна зеркала. Как раз над вверх. Видите вверх? Это Земля. Правда, над зеркалом птицы летают. Это воздух. Напротив воздуха находится огонь и вода. Это 4 элемента. На центральном земном потолке показывают вам 2 самые главные символы Вселенной. Солнце в центре, и над Солнцем гнездо Аиста. И Аист — это символ жизни.
Так как аисты приносят детей. Не знаю, в 18 веке они верили этому, но они верили, что гнездо аиста – это символ семьи, и поэтому жизнь. В том конце зала 3 маленькие утренние комнаты. Ну, понимаете, во время бала мужчины и женщины. Они все там и продавали свои утренние парика, яйца, ставите в черные книжки, где угодно, вот в этом утренней комнате. И они могли использовать 3 маленькие комнаты как туалет. Если во время бала вам понадобилось найти туалет, вы не бегали вокруг дворца, и пошли там, позвали свою горничную, она принесла вам горшочек, и вы могли сделать свои дела спокойно там. И тогда все это принесла горничная. Не через окно, конечно, а через галерею. Это звучит так, но это гораздо лучше, чем это было во Франции очень часто, когда люди делали такие дела на полу. Паркет, или гигиена в Финляндии была наивысшем уровне. Горшки всякие вокруг дома, и также туалетные комнаты 18 века, вы уже увидите. Ну что ж, если вам надо какое-то время сделать какие-то фотографии, у вас есть 30 секунд. Не может быть достаточно. И тогда продолжим со следующей комнатой. С 90-х работал только мастер языка. Перебили святой себе. И во время балов тут работало где-то 3 смены. Так что ему надо было отдельно сделать. Ежедневно тут работало где-то 3 смены. Поэтому в той галерее это какой-то простой пол. Но все равно почти 300 лет. И вот остановка будет здесь, в самом